начал сначала пешком работать, потом на велике, потом уже машину взял. Постоянная работа, временная? Ну а сейчас другую не найти просто. Мне все равно, какой работа, все нормально. Я каждый день 10 часов работаю. Так ты не ожидаешь того, что ты будешь долгое время работать. Да, планы, 1 год работы, и все домой. Самое главное здоровье. Клубе это деньги маловато, добавлять надо, такая холодно погода. Нам тоже тяжело это. Заказ берем, они не пускают, охрана. Клиент такой, ну ничего страшного, все хорошо. А на следующий день у курьера корректировка там 2000, да? Некоторые люди даже в доставку не хотят идти. Прям, зачем мне это, я слишком выше этого, вот так они это воспринимают. Ну что, тут есть свой вайб, ты ходишь по улице и там ездишь, знаешь район, знаешь всю Москву. Курьерство – это своего рода помощь. Ты делаешь добро людям. Курьер борется всегда за ваш заказ, вы помните об этом. Потому что курьер приезжает в тот же Макдональдс, и там никого нет. Курьеры на электровелосипедах. Как часто вы с ними взаимодействуете? А как часто видите? Сейчас уже трудно представить жизнь без доставок. Ведь ко всему хорошему быстро привыкаешь. И я хочу рассказать о том, что внутри. И не просто про доставку, а именно про доставку на электротранспорте. Почему пешие курьеры почти исчезли? Как так вышло, что каждый курьер может легко взять себе дорогущий электровелосипед? Так ли много зарабатывают курьеры? Как обстоят дела с законами и правилами для всего этого? И как развитие доставки связано с изобретением отопления в наших квартирах? Все это и еще множество интересных нюансов, о которых вы даже не догадывались. Усаживайтесь поудобнее, берите что-нибудь вкусненькое, вас ждет увлекательное путешествие в мир доставки еды. Давайте разбираться, почему здоровенный мужик через пургу, снег и дождь везет круассаны с кофе другому совершенно здоровому мужику через дорогу. Начнем сначала. 3000 лет до нашей эры. Шутка. Как так-то, блядь? Но с долей истины, так как если углубиться в историю, то доставка была всегда. С начала времен людям нужно было принести, передать или отвезти что-то в другую деревню, селение, город, планету, вселенную и так далее. Но нам интересно именно про еду. С какого момента люди обленились настолько, что захотели, чтобы им все на блюдечке с золотой каемочкой приносили? А с момента появления людей. Еще в древности вождю приносили самый вкусный кусок добычи прямо домой, ну или в пещеру, в общем, туда, где он обитал. Так что доставка еды на дом была еще на заре времен. А доставка заказывали? Бля, не туда. Курьеры, посыльные, вестовые. Все они так или иначе обслуживали аристократию и воинское начальство. В основном были заняты быстрой доставкой почты или других предметов. Да что там, тот же самый Д'Артаньян успел поработать курьером, смотавшись из Франции в Англию с письмом и вернувшись обратно с подвеской Анны. Но когда же услуги курьеров стали доступны простым смертным? А вот это уже сильно ближе к нам. С развитием городов росла плотность населения на отдельных участках земли. А где много людей, там много работы, так как всем что-то нужно и все чем-то заняты. Ремесленники, рабочие, купцы и элита, владеющая недвижимостью. Собственно, ничего не поменялось. Под недвижимостью я имею в виду коммерческую недвижимость, типа лавки, небольшого цеха или гостиницы. Они тогда назывались доходные дома. Процветают товарно-денежные отношения, и у людей появляется потребность в еде на рабочем месте. Ну или в многоквартирном доме. Так в чем проблема-то? Понятное дело, что на работе не всегда можно поесть, ну а дома-то что? На дворе плюс-минус 19 век. В городах были некие проблемки с приготовлением пищи в доме. Время довольно приблизительное, так как в разных городах, в разных странах и континентах все развивалось по-разному. Ну и я не дипломированный историк, я просто узнал очень интересную историю и хочу поделиться ей с вами. А история настолько интересная, что для начала нужно разобраться с уличной доставкой. Ты чей будешь-то, а? Ведь она появилась именно в тот момент. Ну, вон в тот момент. Появляются так называемые корабейники. Чем-то напоминают современных курьеров. А ты что, из этих зеленых, что ли, а? Или, может быть, ты не в тот район зашел, братан? Так как тоже ходили с большим таким коробом, отсюда и название. И разносили они не только еду, но и вообще все. Всякую мелочь, всяким бла-бла-бла. Ну,
Короче, все разносили. Но в нашем контексте мы сосредоточимся на еде. Ведь по сути они стали первыми доставщиками еды, где не ты шел к еде, а она шла к тебе. Спустя небольшое время, а может и почти одновременно, появляются некие мальчики, так называемая низшая должность в магазинах и лавках. Дяденька, чего вы кричите? Иди отсюда, мальчик, не мешай. И вот именно они стали одними из первых курьеров, которые могли принести что-то домой. Во-первых, они доставляли покупки из магазинов домой, так как у элиты не было принято носить самим покупки, не барское это дело. Че еще, пакеты что ли с вещами домой понесу из ЦУМа? Да идите вы. Ну а города по большей мере это довольно обеспеченные люди, так что работы у них было хоть отбавляй. И это было основной задачей. Продукты и еда это так, побочка. Но это только мелочи. Дальше совсем круто. В 18-19 веку была прям организованная доставка на дом. Мало того, можно было оформить подписку на еду, чтобы тебе ее приносили домой к определенному времени. Помимо трактиров и ресторанов, были еще кухмистерские, аналог современных кафе без зала для посетителей, так как все идет на доставку. Да, заказать ему еду домой можно было и из ресторана, ну или трактира, но кухмистерские на этом прям специализировались. У них был штат курьеров, и вот именно у них можно было оформить подписку на обед. И фишка в том, что это не единственный вариант, где вы могли это сделать. Тут у нас прям целый рынок услуг. И если вы состоятельный человек, и у вас есть слуга, нанять слугу на тот момент было не так уж и дорого. Если у вас есть возможность снять квартиру в городе, а 90% всего жилья в больших городах было арендным, то слуга для вас точно не проблема. По доступности это сравнимо с личным автомобилем сейчас. То есть он человека сравнил с автомобилем, да? Я правильно понимаю? Да, это жестко. И вот уже слуга мог принести вам все, что угодно и откуда угодно. По сути, если у вас удаленная работа, а такая была в те времена, например, юрист или какой-нибудь редактор, уже тогда можно было вообще не выходить из дома. Все поручения и письма через помощника или дворника, еда из кухмистерской. Красота. Если бы тогда случилась пандемия, ресторанный бизнес бы не особо потерял, так как уже был готов к этому. А готов он был, потому что пандемии случаются не так редко, как вам кажется. Ну а что делать тем, кто не мог позволить себе помощника или полноценную подписку на еду? А вот тут уже в дело вступают дворники. Ты что, ебать? При чем тут дворники? Где дворники, а где еда? Я вообще курьер. А дело в том, что дворники являлись некими заведующими дома. Он не только убирал территорию, но и выполнял поручения. Мог принести посылку, отправить письмо, а также принять заказанную еду и принести ее в квартиру. Ну или вовсе сходить за обедом. Но почему-то, как такое количество сервисов могли уживаться и почему даже довольно бедные люди не готовили сами? И вот тут уже, зная весь контекст, мы возвращаемся к приготовлению еды дома. Теперь вы готовы. Здесь нам придется немного отойти от темы и погрузиться в инженерию и устройство домов и квартир тех времен, так как это сыграло важнейшую роль в развитии доставки еды. Ну и в целом всего бизнеса, связанного с едой. В те времена не было центрального отопления. Дома топились печами, которые находились в подвале. Либо на каждом этаже по своей печке, камину или плите. А могло и не быть ничего. Как вы понимаете, довольно сложно провести отопление в каждую комнату, когда весь дом топится печкой. Ну, представьте себе, как это должно выглядеть. Ну, собственно, будут картиночки, как это выглядит, но выглядело это довольно сложно. То есть у вас в самом низу стоит печка, от нее кучу дымоходов, которые заходят в каждую квартиру там, и так далее, почти в каждую комнату, все это, стены там огромной толщины, как раз для того, чтобы в них можно было поместить дымоход. Это все накладывало некие трудности на отопление помещений. А плюс вам еще надо как-то приготовить еду. Еда готовилась на печке, которую надо чем-то топить. От нее тоже нужно пускать дымоход. И все это надо как-то увязать в одну систему. Это такая сейчас сложная штуковина. Ну и поскольку жилье сдавалось всем и всеми, вот эта вот вся квартира, она теперь ваша. Арендная плата составляет 1000 рублей в месяц. Все в порядке. Согласны? Отлично. По рукам? Я беру. Да, все. Отличное предложение на рынке. Комната 2 метра. 1000 рублей. Согласен. Значит, вот это вот место 2 метра, в целом кровать поставить можно и отличное место. Всего лишь 200 рублей в месяц. Беру. Тут еще мастерскую Fast Motion сделаем. Поставим самокат здесь. Ну, точнее, вот этот
колесо вот это огромное. Были варианты, когда можно было снять комнату или целую квартиру вообще без возможности что-либо приготовить. К тому же иметь плиту или печь для готовки это довольно дорого. Во-первых, плита стоила космических денег по тем временам. Проще было сделать каменную, либо пользоваться общей кухней, где стоит печка. В общем, вариаций масса. Так как не было типовой застройки, каждый землевладелец строил так, как ему хотелось. Естественно, для увеличения прибыли. А печь не особо увеличивает прибыль, как вы понимаете. На печь не гони. 5-й год таксую. Голосовое управление. Куда скажешь, туда и поедем. Даже у Теслы такого нет. Но не стоит забывать еще один важный аспект. Кто готовить-то будет? Вы сами? Ага, сейчас. Готовить на печи или на плите того времени тот еще квест. Сравнимо с приготовлением еды на костре в походе. Долго, сложно и муторно. Вот вы проснулись утром. Вам на работу через 5 часов. Казалось бы, полно времени. Но надо сходить на рынок, купить продукты, почистить печь, затопить, подготовить продукты, приготовить. После всего принятия пищи вам надо очистить печь, убрать золу, убраться на кухне после, допустим, потрошения курицы, там кровь, кишки вымыть и так далее. И только потом можно бежать на работу, так как ты уже почти опоздал. Обычно все эти задачи на кухарке. Понимаете, к чему я клоню? То есть, чтобы готовить дома, нужно арендовать квартиру с кухней, нанять и содержать кухарку, еще и платить истопнику, который будет топить вашу печь. И если сейчас питаться вне дома это роскошь, то тогда было с точностью наоборот. Потому что, чтобы содержать и оплачивать питание дома, нужно быть реально обеспеченным человеком. Понятное дело, что не все могли себе это позволить. Так что таверны, трактиры и кухмистерские процветали, а следовательно и услуги по доставке еды. Вы скажете, но есть же газовые плиты и где-то там уже электричество. Да, но было это не так массово, а газовые плиты вообще были только в Америке и периодически успешно сокращали численность населения, так как имели свойство внезапно самоуничтожаться. Это была гостиная, а кухня, сейчас покажу кухню. Кухня вообще огонь. Ой. Такая ситуация продолжалась вплоть до 20 века, пока не пришел совок. Вовсю гремела индустриализация, электричество, газ, жизнь ускорялась, появились плиты в каждом доме, бояр раскулачили, всех уравняли и стоимость рабочей силы выросла. Наши люди в булочную на такси не ездят. Ко всему прочему, на заводах появились столовые. Получалось так, утром ты встал, ушел на завод, там поел в столовой, а дома на плите вечером можно уже сварганить ужин. В выходные там с супругой в ресторан. Закусочные были, но в сильно меньшем количестве. Их вытесняли столовые. Доставка готовой еды просто умерла. И даже при этом в некоторых отдельных магазинах можно было оформить заказ. И его даже могли вам доставить домой. Но популярность эта услуга не сыскала, так как там обычно накручивали цену процентов на 20. Но плюс все-таки был. Через такую услугу можно было заказать товар, который не попадал на полки магазина, потому что просто был спрятан на складе для знающих людей. И была возможность получить то, чего на полках вообще никогда не было. Так что даже в Советском Союзе была доставка. Только продуктов, правда, но все же. Хотя, правда, это работало только в крупных городах и только в паре магазинов. В Москве, например, только жители Арбата могли получить такую роскошь. Ну да, пошел я нахер. После Советского Союза случилось еще два переломных момента. Один вы знаете, а вот второй можете уже не помнить. Но вы его точно знаете. Больше того, этот момент имеет вкус. Те, кто догадался, молодцы, и да, это пицца. Но не просто пицца, так как первые пиццерии открылись еще в 80-х годах. Но доставка у них появилась позже, в аккурат как раз с развитием домашних телефонов. Это дало понять всем, что можно просто и легко заказать домой готовую еду. И если повезет, ее даже привезут горячей и не кверх тормашками. Че там у тебя? Ну упала и упала, подними, положи на место. Алло, пиццерия, слушаю вас. Кафе и рестораны посмотрели на модель пиццерии и подумали, а не упускаем ли мы прибыль? Я нищий, и многие нищие. Придя к выводу, что упускают, они тоже начали налаживать доставку. А в 2013 году на сцену вышел Delivery, который собрал всех доставщиков в одном приложении, и все завертелось.
Работаю в еде с 19 февраля, по-моему, уже третий год идет. Начал сначала пешком работать, потом на велике, потом уже машину взял. Ты на машине? Да. Какая машина? Была сначала пятнашка, потом сейчас Chevrolet Lachetti на газу. Сначала, то есть это ты тоже не думал, что не постоянная работа, временная? Ну а сейчас другую не найти просто. Ну, мне лично. Потому что я сейчас учусь. А где учишься? В МПГУ на 4-м курсе. Это идеально совмещать с учебой в плане заработка. То есть, да, ПЕД, но я учусь на государственное муниципальное управление. А как получилось так, что ты устроилась в курьеры? Ну, мне предложили денежку за заказики. Есть такой бонус для курьеров. Можешь пригласить друга, он там сделает заказики, и вы оба получите денежку за это. Я учусь в архитектурном колледже МКАК. Сейчас у меня 4-й курс, как раз выпускной, готовлю диплом. Удивляются, когда встречают девушку-курьера? Да, довольно часто. Хотя меня даже самые немножко удивляют, потому что немало девушек-курьеров. Да? Да. У меня много знакомых есть. А сколько уже работаешь? 2 года уже есть. Мне нравится, что в курьерстве ты, получается, сам себе начальник, сам себе удобное время подбираешь для работы. Ну, вообще мне нравится помогать людям, и, получается, курьерство — это тоже как бы своего рода помощь. Ты делаешь добро людям. Поначалу я, когда устраивался, я, очень люблю собирать ачивки, и там в приложении есть за каждое достижение там столько-то заказов, столько-то лет отработать. Вот. Хотелось все это собрать. Вот. Большую часть собрал и все равно планирую дальше работать. Мне нравится это. Сначала доставка была дороговата. То есть можно было заказать еду из ресторана пару раз в месяц. Но ежедневное питание по такой схеме било по карману. И тут пришел он, COVID-19. Все доставки в экстренном режиме начали наращивать объем. Способы оптимизации и увеличения пропускной способности. В те времена многие сменили профессию на курьера, чтобы хоть чаще бывать на улице. А самое главное, это то, что цены на доставку стали сильно гуманнее. Да что там, многие сервисы ее сделали вообще бесплатной. И это дало ощутимые результаты. Теперь каждый знает, что можно скачать на телефон приложение, и в пару нажатий в любое время дня и ночи у вас через 15-30 минут окажется еда. Удобно? Да не то слово. Шаурма в 3 часа ночи? Без проблем. 4 пакета продуктов на неделю? Да легко. Как видите, доставка еды прошла довольно долгий, тернистый путь, и с развитием технологий получилось решить последнюю и главную проблему – это коммуникация. Да, это стоит чуть дороже, но в 3 часа ночи ближайшая работающая шаурма может быть в 5 километрах от вас. Курьер привезет вам еду за 15 минут, а вам туда ехать как минимум 30. И это если у вас есть на чем ехать, а если нет, то целый час. И тут основной вопрос в другом. А надо ли? Быть может, вы устали, либо заняты, а может быть, просто хотите провести время с семьей или друзьями. Или же в конце концов, стоит ли эти 100 рублей того, чтобы тащиться куда-то, тратить на это целый час? А если у вас рабочий час стоит 200 рублей? Почти в любой ситуации, если вы решили поесть что-то, что не придется готовить, выгоднее заказать доставку. Вот и получается, что ярким летним утром один здоровый мужик несет совершенно другому здоровому мужику круассан с кофе. Куда делись пешие курьеры? В начале ролика я обещал рассказать, почему пешие курьеры оказались исчезающим видом. Все просто и логично. Курьер на 2 колесах зарабатывает больше, чем курьер на 2 ногах. Просто потому, что за день успевает отработать больше заказов. Просто на пешком 10 заказов, а с великом 20 заказов. Ага, то есть 2 раза. Да, 2 раза. Да и работают они по более выгодному тарифу, так как могут покрывать большие расстояния. Вот курьерский велик. Большой, мощный, прочный и с большим запасом хода. Как он может стоить дешево? Простой ответ – никак. Когда приходят новички, они смотрят, как все работают, приходят и говорят: выдайте мне велосипед. Ему выдают велосипед обычный. Они говорят: а почему все остальные работают на электро, а вы мне какой-то обычный подсовываете? За сколько ты брал этот велик?
За 77 тысяч. За 70? Да. Вместе с батареей. Батарея у тебя одна? Две. Две. Да. И вторую с собой возишь всегда, да? Они не стоят дешево. Просто он дает понятный и прогнозируемый прирост в доходе. Именно поэтому все пешие курьеры хотят пересесть на электровелосипед. Ну, у меня еще есть электровелосипед, а так по настроению. Но так в основном на машине, да. А все велокурьеры хотят велик покруче, чтобы он не ломался. А эти велосипеды иногда ломаются. Причем сильно. Но об этом чуть позже. Так как же курьеры могут позволить себе такой дорогой транспорт? Эти велосипеды стоят от 50 до 80 тысяч. Да, дороговато, но мы живем в капиталистическом мире, и если где-то есть проблема, там быстро появляется бизнес, который легко решает эту проблему, ну либо помогает решить проблему. Так что для покупки такого велосипеда надо упорно поработать 1-2 месяца. А дальше есть рассрочки, кредиты и в конце концов аренда. Я нашел сервис по аренде таких великов за 10 тысяч в месяц. И поверьте, это довольно выгодно, почти со всех сторон. Курьер получает возможность зарабатывать в 2 раза больше и через пару-тройку месяцев купить себе уже свой велосипед. Ну а сервис по аренде может давать такие цены, так как им изначально эти велосипеды достались довольно дешево, ведь они купили целую партию. Ну, оптом дешевле. В общем, все в плюсе и всем хорошо. Компания называется «Где Велос?». Велосипед в аренду можно взять всего за 11,5 тысяч в месяц. Это около 370 рублей в день. В общем, если вам нужен велосипед, все ссылки в описании. Классные ребята, велики нормальные, подготовленные. Подождите, а что будет, если велосипед сломается, спросите вы? Логично, что его нужно чинить, но где, как и сколько это стоит? Велосипед не ломается в такую погоду? Да, бывает. Некоторые места, нечищенные места, тяжело. Угу. А дорого ремонт стоит? Ремонт, да, дорого. А как часто они вообще ломаются, эти велосипеды? Они же день и ночь катают по городу в любую погоду, постоянно грязные, засыпанные снегом, реагентом и водой. Как в этой среде может вообще жить электрический велосипед? Ваш заказ. Только прежде чем я вам отдам вопрос, а вам зачем? И чтобы это понять, нужно понять, как же он устроен и почему. Не волнуйтесь, никакой душноты здесь не будет, все только четко и по делу. Итак, вопрос. Почему не электросамокат? На восходе доставки и развития маленького электротранспорта мы довольно успешно сдавали электросамокаты в аренду. Кухни на районе, Ленте и Якитории. Все это работало вполне успешно, но мы столкнулись с довольно очевидной на первый взгляд проблемой. Сдавали мы в аренду Xiaomi M365 Pro. Прекрасный электросамокат для личного использования. Но в доставке он начинает сыпаться. Постоянно. Мы ремонтировали эти самокаты по нескольку раз в неделю. Постоянно что-то отваливалось. То ось сломается, то руль оторвется. Шиномонтаж — это отдельная история. Нам приходилось запихивать в колесо по 2 камеры. Одну штатную и вторую для усиления. И даже при всем при том, что мы как бы мастерская и имеем представление о герметизации, так это к тому же еще и наши личные самокаты в наших интересах, чтобы они как можно дольше служили. И даже при всей нашей герметизации самокаты умудрялись заливать и сжигать. Усугублялось все тем, что в Xiaomi'ках на подшипниках нет сальников. Это такие уплотнительные резинки, которые не дают влаге попадать в подшипник. Там только пыльники, которые держат смазку. Влагу они не держат. Подшипники жили слишком мало. Раз в месяц стабильно нужно было поменять их в круг. Ну, и не все курьеры знают, как звучат мертвые подшипники. Собственно, они не должны знать, это наша проблема, что самокаты сыпятся. А еще тормоза на Xiao. Боль в моя дырка задница. Срок жизни колодок меньше 1 дня. В какой-то момент нам просто надоело постоянно их настраивать, и мы сделали прошивку с мощным торможением двигателем. Проблема вроде бы исчезла, но потом вернулась бумерангом. Со временем из-за торможения двигателем начали умирать моторы. Слишком активная езда и торможение исключительной рекуперацией перегревают движок, и он говорит: ой, все, и стекает. В прямом смысле стекает, он просто плавился и стекал. Ну, внутреннюю часть. Ну и основная проблема здесь в том, что самокаты — это самокаты. Да ладно. А курьерам как бы вообще не уперлись все плюсы электросамокатов. Тут важнее надежность, запас хода и простота в обслуживании. Поэтому вместе с самокатами мы купили еще несколько электровелосипедов. Xinza V8. Я без понятия, почему V8. Там нет никакого V8, это не 8-я модель, просто
Просто китайцы считают, что все с шильдиком V8 звучит круче. И продается лучше, наверное. Вот тут уже другая ситуация. И появились другие проблемы. У самоката основная беда в том, что он маленький и низенький. В любую лужу и грязь он ныряет с головой. А вода, как вы знаете, везде щель найдет. И от этого страдает вся электроника, сколько ты ее не гидроизолируй. А велосипед повыше, следовательно, подшипники живут дольше, мотор меньше страдает, контроллер с батареей тоже меньше подвержены воздействию агрессивной среды. Слушай, расскажи, как ты пришел к такому велосипеду. Он очень мощный, очень страшный, выглядит очень здорово. Я его решил купить для курьера, чтобы работать зимой и летом и доставлять заказы клиентам. Его переобул вот на зимние покрышки. Вот теперь утеплил аккумулятор. А, тебе даже аккумулятор утеплен? Да, чтобы работать зимой, чтобы не было ему холодно. Ага. А покрышки это они не такие были изначально с завода? Нет. И насколько хватает в целом двух батарей? Ну, на 5-6 часов хватает. Сейчас зима. Мало, летом по 7-8 хватает 9. А если еще ты же на районе, ты же можешь, получается, одна у тебя разрядилась, ты ее снял, домой закинул. Да, и на второй могу. На второй поехал дальше. Да, могу и так. Если надо больше, то можно. Удобно. Казалось бы, везде одни плюсы. Но тут внезапно появилась совершенно другая проблема, оттуда, откуда не ждали. Велик надежный, ездит и не ломается. Зачем его везти в сервис? Вот и получилось, что курьеры их просто укатывали до состояния, когда ремонт начинал стоить просто космических денег. Любая техника страдает, если за ней не следить. Так большинство курьеров еще и не хотели тратить деньги. Дорого ремонтировать, это... Да еще поездит, да нормально, и так сойдет. Доводилось мне как-то восстанавливать такой велосипед, мертво было все, за что не возьмись. Просто любая часть велосипеда, даже рама была сломана. Стояла задача все ремонтировать, а надо было все менять. Сделал я такой велик, провозился с ним несколько дней, а заработал копейки. Больше такое я просто не беру в ремонт. Так как это Краилово, все ремонтируется очень на тонкого, лишь бы заработало. Это как восстанавливать машину, завязанную в узел, без использования новых запчастей. Можно, но никто не гарантирует, что она не развалится на первом лежачем полицейском. Краилово всегда ведет к Попадалову. Тормоза — это просто ужас. Но все-таки лучше, чем на Сяо. На уровне Segway Ninebot. Вначале на этих велосипедах стояли маленькие барабанные тормозишки. Во-первых, работали они весьма посредственно. Во-вторых, никто никогда не менял в них колодки и не настраивал. И был момент, когда реально полгорода курьеров носилось без тормозов. Но со временем проблема начала решаться. Люди научились пользоваться этими великами, поняли, как их надо обслуживать и что за ними надо следить. К тому же производители не стояли на месте. Понемногу совершенствовали. Улучшилась гидроизоляция, в самых ломучих узлах начали применять комплектующие подороже и покачественнее. Но самых главных инноваций две. Первое — это перенос контроллера из ног в багажник. Все же видели такую картину, что у велика передняя часть вся перемотана пленкой. Вот это как раз для гидроизоляции, чтобы не заливало контроллер из-под колеса и с ног, потому что на него реально очень много всего текло, так как в этом месте максимальная концентрация грязи. Согласен, идеальное место для электроники, управляющей всем велосипедом. Так вот, из этого прекрасного места контроллер перенесли в багажник, и теперь он стал сильно живучее. И вторая — это тормоза. Наконец-то поняли, что пробеги у такого транспорта приличные, и системы им нужны далеко не велосипедные, а мощные и выдерживающие большие пробеги. Поняли, что это почти мопед, и начали ставить тормоза от мопедов и скутеров. Как тебе тормоза на этом велосипеде? На этом еще гидравлические тормоза более-менее работают, а вот о новых версиях сейчас вышли Минкта. Там двойные тормоза, ну эти суппорты сзади, они хорошо работают. Основной тормоз задний у тебя? Да, основной задний, передний, потому что сейчас опасно тормозить. Ну сейчас да, там можно навернуться. Теперь почти на всех велосипедах стоит гидравлика, которая имеет хороший ресурс и обеспечивает эффективное торможение. Да что угодно будет эффективнее, чем барабанные тормоза. Даже, если ногами тормозить, будет эффективнее. Правда, там расход обуви большой. Дороговато выходит. Все-таки, думаю, на сезон хватит. Тут было еще одно забавное изменение. Изначально рама была алюминиевая. Жесткость, легкость, надежность. Но с заметной периодичностью эти велики просто ломались пополам. Долго копил на велике? Это твой вообще? Да, мой. О, он у тебя ломался уже пополам, да? Да. Стандартная проблема. Ну, старый велосипед. Так что на новых версиях немного переработали геометрию и заменили алюминий на сталь.
Так что теперь вся эта конструкция стала более эластичной, перестала ломаться и как бонус получилось удешевить производство рам в пользу более качественного навесного оборудования. Я уверен, что это не последнее изменение, так как проблем еще достаточно. Но уже видны важные движения. А все потому, что условия и эксплуатация оставляют желать лучшего. Так вот, тут есть еще один нюанс. Что там с законностью велосипедов? А с законностью все не очень однозначно. Совсем недавно был введен закон о СИМ. Но это электровелосипед, а значит к нему это относится немного косвенно. А именно их периодически штрафуют за несоблюдение правил. Причем, судя по всему, штрафуют довольно часто, так как я очень часто вижу, как курьеры подъезжают к дороге и спешиваются. Одно дело, когда на другой стороне дороги стоит дяденька полицейский, но совсем другое, когда его там нет. Я неоднократно был свидетелем, когда ничего не мешало проехать, но курьер слез и прошелся. И это здорово, так как есть движение в лучшую сторону. Но это одна сторона. Совсем по-другому обстоят дела с мощностью электровелосипедов. По закону электровелосипед не должен иметь мощность больше 250 Вт. Если больше, то это уже не велосипед, а мопед. А на мопед нужны права. Но проблема в том, что 250 Вт никуда не едут. И почти все электровелики мощнее. Понятное дело, что все эти велосипеды, они не 250 Вт. Как реагируют полицейские на них? Останавливали ли тебя? Они останавливали, только проверяли раму велика, чтобы посмотреть, угнал я велик или нет из магазина. И купила я его или нет. И чтобы у господ полицейских не было вопросов, производители просто выштамповывают маркировку 250, и доказать, что там больше, крайне сложно, так как моторы визуально одинаковые, могут иметь очень разную мощность. Да и средств, чтобы проверять каждый электровелосипед, у полицейских просто нет. Господин полицейский, 250 Вт, отвечаю! Вот бумажка. Но в целом тенденция положительная, так как большинство курьеров катается в шлеме и стараются соблюдать правила дорожного движения. Спешиваются и не лезут под колеса машинам и не стараются уничтожить всех пешеходов. И урегулировать превышение и нарушение курьеров, скорее всего, это вопрос времени. Так как у каждого есть телефон, GPS, не думаю, что для Яндекса это какая-то большая проблема отследить, где и с какой скоростью едет велосипед. И уже они могут оштрафовать сотрудника. Полиция тоже не дремлет, стараются по максимуму регулировать движение курьеров. Но это трудно и не решается так быстро, так как все это развивается очень быстро, а правильное решение приходит не сразу. То есть, если ты прям перед полицейским через двойную сплошную развернешься, то он тебя отругает. Может остановить. А вот просто если ты по дороге едешь... Еду просто по дороге и, соблюдая более-менее еще как-то правила, могут не остановить. А шлем у тебя есть шлем? Шлем есть, но я пока не одеваю. Зимой не особо удобно. Да. Да и падать мягче. Мягче, но просто не особо... Сейчас не такая зима еще. Я понял. Ну а запрет не решит проблему, а только откатит назад в развитии, так как все эти доставщики очень активно двигают экономику. И это выгодно всем. Так что смотрите по сторонам. Везде, даже на тротуарах. Это полезно для здоровья шеи, и в целом для общего здоровья тоже полезно. Да, все это на словах, и поэтому мы решили договориться с курьером по имени Кирилл, чтобы мы покатались вместе с ним по доставкам, чтобы на себе все прочувствовать и понять, каково это. Привет. Мы докопались до курьера. В прямом смысле просто нашли человека и решили докапываться до него с тупыми и странными вопросами. Как ты пришел вообще к курьерству на велике? И чем занимался до этого? Да, я постепенно начинал с курьера, учился, смотрел, потом решил, ребят увидел велик, решил тоже купить. И вот попробовать решил первый раз, летом поработать. Вот получилось, и потом вот начал работать. А финансовая составляющая, если сравнивать с пешим и на велосипеде, это как? Почти все одинаковое. Пеший ты чуть побыстрее доставляешь заказы, а пеший чуть дольше, пока он дойдет до клиента. В цифрах можешь сказать? Где-то 30-40 получается заказов в день. Там бывает и 50, смотря где ты работаешь, на какой доставке. Слушай, вопрос, а летом
заказов больше или меньше? Чуть меньше, чем зимой, потому что летом клиенты все на дачах, на море разъехались, и заказов меньше. То есть И сейчас- ставка по деньгам тоже меньше, чем сейчас зимой. То есть все меньше. Да. То есть зимой даже стимулируют, чтобы работало больше людей. Да. А давно ты вообще курьером работаешь? Уже где-то 3 года работаю на велике. Именно на велике, а еще пешим сколько-то? А пеший где-то года 2 я работал, пытался, пробовал. Начинал я не с такого велика, я начинал с обычного велика, а потом пересел вот на это, потому что с обычного я начинал потихонечку, разруливал, потом вот на это попробовал. В связи с этим вопрос, у тебя были случаи, когда ты падал? Было пару раз на льду падал, на снегу редко. То есть просто приваливался? Да, приваливался. А прям серьезные аварии какие-то были? Не было еще. Не было. Вопрос такой, если ты падаешь вместе с заказом, как это расценивается? То есть это все заказ за твой счет? Нет, ну, если он ты там поддержку рассыпается. пишешь, объясняешь ситуацию, что упал или в аварию попал, ну, там махинацию, им делаешь, и они отменяют заказ тебе. И заказ остается либо тебе, либо в ресторан возвращаешь. То есть не штрафуют за Нет. это? То есть в целом понимают, однако. Я думал, что с этим как-то жестко и сразу там штраф какой-нибудь влепят за то, что... Если заказ ты сам подавёшь. отменяешь заказ или это, да, тебя могут еще влепить штраф. Или ты Мгм. его не хочешь выполнять, ты его отменяешь, да, там штраф есть, а так нету. По правилам, у тебя есть права какие-нибудь там? Нету. Скоро Нету? хочу получать, вот, чтобы работать на автокурьером. На авто хочешь? Чтобы на машине работать проще. Сколько получается заработать? Ну, по-разному бывает. Бывает, если день есть заказы, есть нету. Вот в день бывает от 5 до 20 тысяч где-то зарабатываешь на Яндекс таксометре. А если нет заказа, то ты получаешь и меньше. То есть ты говорил, что у тебя около 50 заказов максимально может выйти в день? Это на Вкусвилл, да, там около 50 там бывают заказы. И А то на есть Яндекс такого нету сейчас у нас. Да. У тебя заказ, судя по всему, пришел, да? Да, это ничего страшного. Заказ. 20 тысяч, и часто такое бывает? Не, это только зимой бывает, потому что зимой ставки на заказы большие. Ну да, я видел. Они бывают от 100 рублей до 1500. 400, там, 1000 я Да, видел. вот у меня 1500. в приложении показывало. Так, у тебя там заказ? Или нет? Да, заказ упал. Вот я открыл специально для вас, чтобы съездить на заказ. Поехали. И вот я, в полной уверенности, что мой Xiaomi выдержит хотя бы половину дня, пытаюсь угнаться за Кириллом. На дворе январь и мороз минус 15. Моих 28 км в час и 250 ватт катастрофически не хватало. Настолько, что Кириллу приходилось притормаживать. Он ехал там, где мне приходилось бежать с самокатом в руках. Не, ну вы видели этот велосипед? Видели вообще его? Подготовка, конечно, решает. Слушай, Кирилл, а у тебя было такое, что что-то тырили? Один раз, да, украли аккумулятор, не здесь, на другом метро Просквернадского. Еле потом нашли его. Заявление в милицию подал, они нашли там этого человека ничего не сделали, я договорился с ними, и потом только его наказали там, чем-то, я не помню, давно это было, и все. Или в целом его довольно легко найти, потому что у него там рама номерная. Ну да, рама номерная и легко найти, и сейчас особо его никто не крадет, потому что такая техника, и она дорогая, все курьеры сейчас свои имеют. Ну тут как бы, если такое украсть, то можно присесть лет на 7. Ну да. Нет, 7 я загнул, наверное, пятерку. Ну, 6,5. Да, у него мощный велосипед, который хорошо едет, с большими колесами. И, естественно, его вообще никак нельзя сравнивать с маленьким самокатиком, но все же. Пока я тут рассуждал про мощности велосипеда, мы уже доехали до первой точки, а это 1,5 километра. Забираем детскую игрушку и везем за 3 километра до адреса. И так далее. Из пункта А в пункт Б. Все. Мы вручили клиенту заказ, и сейчас надо нам опять на улицу выйти. Сейчас мы посмотрим. Мы сейчас завершаем заказ, клиент сообщил нам код заказа, ввести код мы вводим и смотрим, сколько оплатили нам за заказ. 608 рублей нам оплатил клиент. Все, ждем следующий заказ. Смотрим, куда едем. Ахимовский проспект, метро Профсоюзная. Пока вот за первый заказ показывает, у меня оплата будет 325 рублей. Вот мы включили заказ. У меня упал по дороге мультизаказ. Смотрим, куда ехать. Уже следующий?
Да, у меня еще один был, сразу упал следом. Периодически попадаются мультизаказы. Это когда приходят сразу 2 заказа, и Яндекс строит маршрут так, чтобы они были по пути. Оптимизация, так сказать. Тем временем моего бедного Xiaomi хватило на 3 заказа, и он сел. У меня все, у меня самокат сел. Вот был новый. Ну, новому, наверное, хватило на 3 заказа, но все равно это... А на какого Кирине G5, например? На 4? Я вообще не поехал. По подсчетам, один заказ это около 5 километров. За час-полтора можно сделать 4 заказа. Получаем около 18-20 километров и 1500 рублей. В целом, за 10 часов вполне реально заработать 10 тысяч. Что нам и подтвердили курьеры. Да, должно повести с хорошим коэффициентом, но все же, если не лениться, то 10, а то и 15 тысяч можно зарабатывать. В день я имею в виду. Ну а если вас заинтересовала работа курьером, то все нужные для вас ссылки есть в описании. Пробег при этом в день будет около 150-200 километров. Дополнительные и хорошие аккумуляторы тут просто необходимы. Ну и возможность подзарядить тоже лишней не будет. Именно поэтому курьеры в лавке все ездят на электровелосипедах, потому что у них есть где заряжать эти электровелики. И им это удобно. Обычные курьеры Яндекса тут уже посложнее. Им приходится возить с собой дополнительные аккумуляторы, либо заезжать периодически домой и ставить их на зарядке. А где же брать такие большие и мощные аккумуляторы? Конечно же, у нас в мастерской. Любой объем и мощность. Качество на высшем уровне. Обращайтесь, ссылки в описании. Лето, солнышко, тепло, красота. Все блогеры, которые решают попробовать себя в роли курьера, пробуют только летом. И снимают, как же это здорово, ненапряжно и приятно. Плюс студенты и просто те, кому нечего делать. Вышел на смену, отвез пару заказиков, сидишь, чилишь на солнышке или в тенечке. Заказов не так много, тепло, велик не пачкается, вообще красота. И не разряжается. Но проблемы начинаются с наступлением холодов. Осенью, зимой, когда на улице мороз минус 25, все дороги усыпаны снегом, грязью, водой. А под снегом может быть лед голый. Тут вот уже не все захотят просто устроиться ради интереса, посмотреть, каково это интересно работать курьером. Так мало того, уже работающие курьеры начинают уходить. И вот зная все это, скажите, а что происходит со спросом на курьерские услуги? Когда на улице дождь, снега-дождь, темно, холодно и мерзко, вы простужены, а в холодильнике мышь повесилась. Пойдете ли вы в таком состоянии куда-то? И вас таких много. Все хотят себе заказать что-нибудь вкусненькое и при этом никуда не выходить в такую-то погоду. Все хотят себе что-то заказать, укутаться в плед и смотреть сериальчик. Тут как с такси. Спрос вырастает, когда на улице дождь, холод и снег. Так, на чем бы поехать? Моноколесо, мотоцикл, электросамокат. Так, а что там в такси? О! Спроса почти нет, коэффициент минимальный. Да, на такси поеду. И мы получаем то, что зимой остаются только самые стойкие и подготовленные курьеры, которым теперь приходится по всей непогоде развозить в 2 раза больше заказов, так как спрос увеличивается в 1,5 раза, а количество стойких курьеров уменьшается. Вот и приходится работать без передышек, заказ за заказом, по самым трудным условиям. Нужно с собой обязательно пауэрбанк брать. Где-то, чтобы согреться, нужно куда-то искать, куда зайти, присунуться, там, чтобы кофе попить. Там. Начинал на обычном велосипеде доставлять. Первые несколько дней ноги болят, все болит. Вот. Но постепенно привыкаешь и уже работаешь спокойно. Потому что многие новички, когда приходят, они думают, вот, сейчас я начну работать, возьму побольше слотов, по 12 часов. Сейчас разрешили до 14 часов брать слоты в день. И вот они набирают себе, допустим, на неделю, наберут слотов. Потом первый день отработают, второй день, и уже ноги у них болят, но не могу на работу выйти, тяжело. Я пешком похожу. И мало того, что нужно уметь управлять велосипедом в трудных условиях, ведь если упасть, то заказ можно выбрасывать, а это штраф. Не выйдет просто взять велик в аренду и поехать работать. Ну, вернее, с великом проблем нет, они в аренде подготовлены. А вот свой придется дооснастить. А может еще одну фару ю? Специальная злая резина, гидроизоляция тоже не помешает. Ветрозащита, так как на таком морозе продувает насквозь.
А там все, привет все эти страшные ужасные болезни, про которые нам в детстве говорила мама, когда мы шапку не хотели надевать. Перчатки с подогревом, теплая горнолыжная куртка, а под нее еще и термуху надо со свитером. На лицо какая-нибудь балаклава, горнолыжная маска, на голову шапка и сверху шлем. И еще и наколенники с налокотниками, так как лед такой же твердый, как и асфальт, а может даже тверже. Зима все-таки, холод, все дела, все замерзает и становится тверже. Защита никогда лишней не будет. По сравнению с летом, это просто адские условия. Холод, снежная каша. Все промокает, велик весь в говне. Его потихоньку поедают реагенты. Может что-то залиться и он вообще замкнет. Батарея садится в 2 раза быстрее. И то это в самом экономичном режиме. Дороги далеко не везде чистят. Приходится ездить крайне аккуратно. А там, где совсем ехать не получается, приходится толкать. В общем, мало того, что холодно и нужно накупить одежды 1000 на 20, так еще и велик надо оборудовать настолько же. А с зарплатами все не так радужно, как говорят в видео. В смысле? Я вот за 1 сезон накатал себе, у меня тут тачка, майбахи, квартира, дом, вилла, дача на Мальдивах. Так сколько же зарабатывают курьеры? Из чего строится их зарплата и почему не все так радужно? Для того, чтобы пешим курьерам заработать 50-60 тысяч в месяц, надо каждый день нахаживать по 30-40 тысяч шагов. Тут некоторые десятку с трудом пройти не могут, а представьте 40 тысяч. Сами понимаете, работка не из простых. А за спиной не всегда 3 бургера, иногда приходится тащить 2 5-литровки воды и 3 пакета продуктов. Да, очень было много историй, когда заказывали по 6 бутылок, и по 10, по 12. У нас есть бонусы за большие заказы, тяжелые. Но лимитов я не слышала, честно. Даже когда сама заказывала, я в принципе тяжелые заказы не заказываю. Я думаю, 4 дня. То есть 2 таких прям полных выходных по 10-12 часов. И по 4-3-2, если повезет, в будние дни. До Нового года очень хорошо зарабатывалось. Но вот после Нового года уже идет снижение. И я могу вот с таким графиком, наверное, 1017, может быть, 18. Курьер борется всегда за ваш заказ, вы помните. Потому что курьер приезжает в тот же Макдональдс, и там никого нет. Ну, то есть вообще, кто на доставку. Там должен быть всегда человек, но там даже если клиентов нет в ресторане, то есть Макдональдс пустой, никто не собирает эти доставки. Курьеры, они просто орут, срутся с этими менеджерами. Там. Я всегда прихожу и прям сходу, прям срусь с ними. Да, прям вот так вот. Типа приезжаешь, заказ должен быть готов, уже что-нибудь такого. Или там 2 позиции, там, да? Вот. Ну, то есть можно даже 4 часа ждать заказ в Макдональдсе. Да, у меня у знакомой, так она ждала заказ. И это за 50 тысяч. Вы скажете, совсем зажрался там в своей Москве, полтос ему мало. Согласен. А давайте посчитаем. Еда и прочие затраты в день это около 1000 рублей. Дорого, но простите, шаурма стоит 200 рублей, плюс попить. Минимум 2 раза в день надо поесть, так как для такого количества шагов нужно приличное количество калорий. Это уже 500 рублей. Плюс дома что-то на завтрак, на ужин, а это еще рублей 200, уже 700 набегает. Периодически приходится пользоваться общественным транспортом, еще плюс-минус 300, вот и получаем 1000 рублей. В месяц это уже 30 тысяч. Да, эти расчеты актуальны только для Москвы. В других городах может быть меньше, но в других городах и зарплаты меньше. Так что все относительно. И вот у нас остается 20-ка. Курьеру уже надо где-то жить. Можно, конечно, найти хостел за 10, ну или снять комнату в складчину с 5-7 коллегами и спать по очереди. Отложим на жилье 5-10 тысяч, в зависимости от варианта. И на все остальное остается 10-15 тысяч. Согласитесь, не густо. Но если пересесть на электровелик, то можно зарабатывать чуть ли не в 2 раза больше. Тут уже можно жить не в хостеле, а в квартире. Как бонус будет, куда велосипед ставить. И есть придется меньше. Ведь работа теперь не такая энергозатратная. Но накладываются расходы на содержание велосипеда. Вот и получаем, что по итогу, после вычета всех расходов на жилье, содержание велосипеда и так далее, остается 20-30 тысяч. А вот это уже не так плохо. Можно жить, покупать тюнячки для велосипеда, одежду, да и в целом жить, а не существовать. Но это если все хорошо.
А тут зима, упал, разбил телефон, сломал велик, оштрафовали за испорченный заказ, и вот уже приходится экономить и сводить концы с концами, чтобы починить велосипед. Ведь без него вообще ничего не будет. Просто в Яндекс.Еде тоже такой прикол есть. Человек может, допустим, курьеру сказать, что там кофе разлилось, он извинился курьеру перед клиентом. Клиент такой, ну, ничего страшного, все хорошо. А на следующий день у курьера корректировка там 2000, да? 1000 рублей. 1000 рублей? Вот крыса. Да. И у меня так тоже было на стадионе. Человек отказался, прям вот мне по телефону сказал, что отказался. Кричал мне на стадионе, что отказывается. И в итоге мне на следующий день пришла корректировка, что я отметила, что доставила, но не отдала. У нас в лавке, если более 4 дней, ну, 3 дня разрешается задание брать. Если 4 дня подряд берешь выходной, то аккаунт замораживается. И выплаты замораживаются. Да. И чтобы потом получить Если зарплату, ты хочешь, надо выйти на работу. снова активировать свой аккаунт, ты слабый берешь и ходишь на работу. Сложно, но больше денег. Больше денег, да. КФС дорого. Больше КФС. Так что баланс довольно хрупкий, и в идеале ежемесячно откладывать на экстренные случаи, формировать, так сказать, подушку безопасности, как раз на случай болезни, поломок и так далее. Но в курьеры идут не от хорошей жизни, да и к тому же есть проблема. Летом условия хорошие, но заказов меньше, а следовательно и дохода тоже меньше. В зимнее время, вот в декабрьский особенно период, можно заработать и 200 тысяч. Летом поменьше, потому что ставка все равно снижается. Ну да, если ты работаешь активно, 100-150 можно заработать. А если в зимнее время активно поработать, допустим, вот по 14 часов, у нас очень многие мигранты, приехавшие на заработки, они посвящают все свое свободное время именно работе и могут и больше заработать. Потому что все равно, как бы человек не работал, ему нужен отдых, и хочется тоже выходной взять. В месяц. Ну да. Вот и получаем замкнутый круг, выбраться из которого крайне трудно. А если еще и учитывать, что большинство курьеров это жители Ближнего Востока, и у них есть семья, которой нужно отправлять деньги. А на что копишь? Я? Да. Домой. Домой отправляешь, да? Развиваться? Да, планы, 1 год работаю, все, домой. Ага. Я понял. Да, и еще, наверное, год. Еще год поработать, а потом что? Потом домой. Все это очень нелегко. И чтобы жить в таком режиме, нужно обладать недюжей дисциплиной и характером. И те, кто обладают этими качествами, вполне могут зарабатывать тут большие деньги. Но, сами понимаете, мало кто в совершенстве владеет дисциплиной и самообладанием. Просто представьте, вы сейчас смотрите этот видос в тепле и уюте, может быть под пледом, в уютном кресле или на работе в перерыв. Но вы в тепле, вам хорошо, а в этот момент кто-то мчится сквозь пургу, холод и снег, чтобы привезти вам что-то вкусненькое и подарить радость, тепло и уют. Хотя у них у самих этого нет. Зима – самое трудное время года для всех, но для кого-то труднее. Я сейчас не говорю про тех, кто работает на севере в минус 50. К ним всегда было и будет огромное уважение. Я хочу донести до людей, что курьер – это не просто человек, который принес вам заказ. Это герой, который ради вашего комфорта проходит через множество трудностей, о которых вы даже не задумывались. Эти люди заслуживают уважения. Абсолютно неважно, какой он национальности. Это вообще не важно. Везде есть плохие и хорошие люди. Я хочу, чтобы вы больше задумывались об окружающих. Не нужно считать их просто прислугой. Это люди со своими трудностями в жизни. И в следующий раз, когда вы заказываете доставку, помните, что где-то там во тьме мчится курьер на велосипеде. Мчится, чтобы привезти тебе круассан с кофе. Помни об этом. А когда он придет, встреть его улыбкой и накинь ему чаевых по возможности. Он этого заслужил. Мы все люди, все заслуживают уважения.
Здравствуйте. Вы, да? Да. Да. Так, это все? Все? Сейчас, подождите. Давайте. А вы на эту тему понимаете? Сейчас Вот, возьмите чаевые. Ты так просто заработаешь. слишком много, брат. Да ладно. Пускай будут.